Привет, я хоррор-мейкер. Если тебе уже есть 13 лет и ты любишь ужастики, заходи на мой канал Лепка Хоррор Шоу. Здесь разговаривают объекты SCP и появляются ужастики из компьютерных игр и фильмов. Заходи, подписывайся. Обещаю, скучно не будет. Ссылочка на канал в описании. Ну что, начнем? Недавно я ехал в метро и не поверил глазам своим. По вагону ходил и собирал деньги в шляпу. Не музыкант, не поверите. Это был Годзилла. Только не такой огромный, как мы видели в кино, а поменьше. Может, какой-то потомочек Годзиллы. Вел он себя довольно учтиво и вежливо, всех благодарил, всем кланялся. В общем, как вы, наверное, успели понять, сегодня я буду лепить Годзиллу. Для лепки Годзиллы я приготовил скульптурный пластилин. Обычный пластилин с зеленого, красного и черного цвета, проволоку и инструменты для лепки. Друзья, а кто из вас знает, сколько лет Годзилле? Пишите быстренько в комментариях свои ответы. Правильный ответ. В октябре этого года Годзилле исполняется 66 лет. Да! Первый фильм с участием этого персонажа вышел в октябре 1954 года. Это был японский фильм режиссера Исиро Хонда, и называется он «Годзилла». Было продано более 9,5 миллионов билетов. Фильм собрал 183 миллиона йен во время его первого показа в Японии. Он остается вторым по популярности фильмом о Годзилле в Японии после фильма «Кинг-Конг против Годзиллы». Сюжет фильма разворачивается, естественно, в Японии. В Японском море начинают тонуть корабли. Затем в деревушке на острове Ода происходят инциденты, в которых местные жители винят мифологическое существо, которое они называют Годзилла. Это Годзилла. На остров прибывает группа ученых во главе с доктором Кёхэй Ямане. Они обнаруживают живого трилобита, а затем сталкиваются с Годзиллой. В Токио Ямане вызывает предположение, что Годзилла является далеким потомком рептилий, живших 20 миллионов лет назад, и что, по-видимому, ему удалось возродиться из-за американских испытаний водородной бомбы. Годзиллу пытаются убить глубоководными бомбами. Пока Годзилла не появляется, все думают, что он мертв. Однако оказалось, что Годзилла все еще жив. Поднявшись из океана, он нападает на Токио. Японские вооруженные силы не в силах противостоять этому гигантскому хищнику. Люди надеются на оборонительную высоковольтную электролинию, возведенную на пути к Токио, но Годзилла прорывает ее. Убить Годзиллу удается только силой науки. Японский ученый доктор Саридзава изобретает вещество, прямо молодец какой, способное разрушить живую ткань в воде, так называемый разрушитель кислорода.
он не хочет использовать свое изобретение против Годзиллы, но в конце концов, увидев муки людей, пострадавших от Годзиллы, плач родных по погибшим, соглашается. Он уничтожает все материалы, относящиеся к страшному изобретению, после чего в водолазном скафандре опускается на дно моря поблизости от места, где залег Годзилла. Серидзава открывает баллон с разрушителем кислорода и режет водолазный шланг, таким образом унося в могилу свою тайну. Разрушитель кислорода сжигает Годзиллу целиком, включая скелет. Да-да, включая скелет, что очень сложно, как вы понимаете. На этом фильм заканчивается. И все, конечно, подумали, что Годзилла исчез навсегда. Но уже в 1955 году выходит еще один японский фильм. Годзилла снова нападает. В этом фильме Годзилла почему-то оказывается живым. В этом же фильме появляется еще один персонаж-монстр. Доисторический ящер-анкилозавр Ангирус. И как вы, наверное, уже догадались, в этом фильме Годзилла был уничтожен навсегда. Ну, опять навсегда. В общем, я не буду рассказывать, сколько раз еще уничтожали Годзиллу и сколько раз он воскрешал. А вы знаете, сколько всего фильмов о Годзилле вышло за 66 лет его существования в кинематографе? Не поверите, 30 фильмов. И это без учета сериалов. Да, Годзилла — это звезда кинематографа. Не зря ведь он был удостоен почетного места на Аллее Славы в Голливуде, где красуется звезда с его именем. Вот такой он, Годзилла. А совсем недавно я посмотрел очень забавный фильм, где Годзилла пробрался в дом к одному предприимчивому мальчику и съел его друзей-троллей. Так этот мальчишка решил напоить Годзиллу слабительным, насыпал его в сгущенку и отнес в лес. Ну, а потом пришлось малому извлекать своих друзей из этой неприятной ситуации. Да, в общем, друзья, как вы поняли, Годзилла не собирается пропадать с экранов. Совсем скоро, в этом году, выйдет американо-японский фантастический боевик режиссера Адама Вингарда «Годзилла против Кинг-Конга». Ко мне попало несколько эксклюзивных кадров с этой премьеры. Ой, стоп, кажется, я что-то напутал. Вот эти кадры. Кстати, в одном из следующих роликов я планирую слепить Кинг-Конга. Так что, если хотите посмотреть на этих двух красавцев вместе, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Также пишите в комментариях, кого из страшных персонажей вы хотите увидеть на моем канале.
Он Годзилла, можно сказать, во всей своей красе. Молод и хорош собой. И, судя по всему, не собирается кануть в лету. Как вам этот красавец? Понравился? Оставляйте свои комментарии и не скупитесь на лайки. А на сегодня все. С вами был Horror Maker. До встречи. Пока-пока.